Добрый день, друзья! Сегодня новый формат видео. Ваши вопросы, мои по возможности короткие ответы. Я выписала определенное количество вопросов, но давайте немножечко сначала вам расскажу. Если вы хотите, чтобы я ответила на этот вопрос, ну вот видео выйдет в воскресенье, давайте с вами заведем такое правило. Если это вопрос, который я буду отвечать, пишите в начале вопрос в копилку. Кто-то это сделал, это было просто очень приятно и замечательно. Спасибо вам, как всегда, за подсказки. Ну и давайте начнем. Валентина Донец, наверное. Ну, пишет по-украински, поэтому я буду, наверное, сразу переводить. Я плохо читаю по-украински, но спасибо. Хорошее видео, тоже в планах пересадка своих старушек. Очень нравятся ваши полочки, ну, наверное, новые полочки, которые сзади меня. И падает ли свет естественный на эти полочки с орхидеями? Попадает ли естественный свет? Нет. Эти полочки находятся примерно в 5 метрах от окна. Это самый дальний край комнаты, самый дальний угол. Поэтому там нет никакого естественного освещения. Там только лампы. Это обыкновенные светодиодные бытовые лампы. Мощность у них 42 ватта. Но как-то я вам рассказывала, что такое свет, что такое освещение, сколько нужно орхидеи света. Я замеряла, естественно, телефоном освещение. Там где-то порядка 5000 люкс. Поэтому полки делались разновысокие, одни для высоких орхидей, а средняя полочка, так как у меня много мини и миди орхидей, на ней расстояние немножко меньше. Там, по-моему, порядка 50 сантиметров между полочками расстояние. Там света, ну, чуть больше, но так как эти невысокие у них листики, как раз тоже примерно такой же светопоток. То есть рассчитывалось все исключительно для хорошего освещения орхидей. Поэтому никакого там солнечного света не попадает на орхидеи. Тамара Кислякова. Леночка, простите, пересмотрела 15 видео о малышах и почему-то не поняла, сколько дней малыши простояли у вас после обработки эпином и пересадки из мха в другой грунт. Уточните, пожалуйста. Эпином я больше не обрабатываю. Это была единственная обработка, по-моему, 2 года назад, когда я получала этих малышей в почтовой посылке. Это единственный раз, когда я обработала орхидеи. Никакого эффекта я не увидела, но потом, когда я докопалась до того, что это за эпин, его составляющие, я поняла, что эпином я больше обрабатывать не буду никогда, потому что это стероидный гормон. А я с гормонами не хочу ни дружить, ни обрабатывать орхидеи. А пересаживала я свои орхидейки, если они у меня были в мхе. Я сначала где-то в течение месяца потихонечку так вот разбирала этот мох, чтобы дать возможность там большему прохождению воздуха. И пока они не раскуклили хотя бы несколько корешочков старых, я не пересаживала ни в какой другой грунт. Прошло это месяца 1,5. И еще, когда я поливаю в мхе таких малышей, я их не замачиваю. Я беру буквально какой-нибудь стаканчик или емкость, беру этого малыша, погружаю его и считаю 1, 2, 3, 4, 5, секунд 15-20, намокает мох прекрасно, он очень влагоемкий, вынимаю орхидею, сливаю всю воду и ставлю опять в то же самое место, где она у меня стояла. И пересадка, ну пересаживала я их и пересаживаю в перлит. Это то, что касается моховых стаканов. А то, что касается торфяных стаканов, ну, там сложновато, поэтому я их сразу пересаживаю в перлит. Но они в перлите также точно раскукливают корни великолепно, поэтому у меня с этим нет никаких проблем. А вообще всегда нужно наблюдать за своей орхидеей. Просто смотреть, что она делает, что она не делает, как она себя ведет в мхе. То есть нравится ли или не нравится ей ваш полив, ваше содержание, хватает ли ей света. И вот по этим всем показателям я и
Всегда решаю, пересадить мне ее уже или оставить мне еще в мхе. В прошлом году даже был такой вариант, когда я только купила маленькую бабочку и уехала на 20 дней. У меня дочка приезжала и поливала ее точно так же погружением. Я ничего с ней вообще не делала. Я приехала через 20 дней, у нее раскукленные корни. И мы с вами ее пересаживали. Да, кстати, вот я сейчас, когда говорю и отвечаю на вопросы, очень на многие вопросы у меня уже просто есть видео. Например, есть видео, которое можно посмотреть и подробнее узнать об этом. Я буду оставлять сверху экрана, но сверху экрана я во всем, даже в громадном часовом видео, я могу оставить всего 5 ссылок. Больше нет, это будут мои подсказки. Остальные все ссылочки, если я там скажу, да, у меня есть такое видео, смотрите, все будет подробно, значит, я буду оставлять в описании под видео. Если это на телефоне, там, по-моему, такая или ну какая птичка или вниз, или вверх стоит, нажимаете, и идет все описание под видео. Там будут все остальные ссылки, на которые я опираюсь, когда вам что-то рассказываю. Так. Лора Фауна. Здравствуйте, таких прекрасных экземпляров, мощных кустиков котлей ни у кого не видела. Очень хороший результат. Вы действительно нашли для них правильный уход. Хочу уточнить по поливу. У вас на видео видно, что есть в кашпо вода. И это такое содержание или это после полива? Есть у меня видео про котлей, где я подробно рассказываю, почему я так делаю. Тоже нужно к котлее приспособиться. Конечно, вот эти в свои бульбочки, куда они запасают воду, это прекрасно. Но для котлеи нужен более влагоемкий грунт. А так как они у меня все живут или в керамзите с пеностеклом, или недавно я их сажала в троекратный, как я называю, грунт, там было пеностекло, керамзит и циафлора, более такой влагоемкий грунт, но все равно летом у нас очень жарко. И когда котлея в активном росте, ей влаги нужно больше. Поэтому они тоже в двойных горшках, но не прозрачных. У котлеи корни не участвуют в фотосинтезе, поэтому им это не нужно. Их можно держать в непрозрачных горшках. И, кстати, там не растут никакие водоросли, что замечательно. Я в котлеи наливаю... Ну, здесь не видно, но по низ внутреннего горшка. Могу даже налить сантиметрик водички. Не очень часто корни дорастают до самого низа. Бывают такие котлеи замечательные, когда дорастает все у них до самого низа, но не все. Поэтому просто через этот плотный горшок влага проходит вверх, естественно, испаряется, и грунт становится более влажным. И котлея набирает в свои, запасает вот эту влагу. Поэтому они у меня такие и плотненькие, и толстенькие, и жирненькие. Но у котлеи есть период покоя. Поэтому в период покоя ее даже поливать-то нельзя, потому что она корни сгноит. В период покоя я налила этот сантиметр водички, и все, я месяц ее не поливаю. И вот тут бульбочки сморщиваются. А когда она в активном росте, когда она выпустила росточки молодые, тогда ее нужно поливать. Я просто поливаю так же, как все фаленопсисы. Если вода стекла, ну и пусть она там остается, ничего в этом страшного нет. Опять же, просто будет такое легкое увлажнение грунта. Ну, о котлеях видео тоже есть. Давайте дальше. Очень много ников идет по-английски. Если я где-то неправильно назвала или неправильно прочитала ваше имя, то не обижайтесь. И еще очень много женщин пишут из-под аккаунтов своего мужа, поэтому иногда бывают мужские имена, а пишут женщины. Елена, подскажите, пожалуйста, почему веломен начал морщиться после посадки, в то время как в воде были корни ровные, толстенькие, хорошенькие. Ну, значит, орхидея начала пользоваться своими внутренними ресурсами. Если вы правильно будете поливать, то орхидея так и должна делать. Она должна быть полита в это время через веломен во все остальные части корня набирается вода, а потом орхидея листиками их забирает. Поэтому
Когда она забирает, корень сморщивается. Или отрегулируйте полив, или понаблюдайте. Если она у вас стоит под хорошим освещением, она очень будет быстро выпивать всю водичку из корней. Поэтому здесь смотрите внимательно за своей орхидеей, что она у вас сейчас делает. А когда она была в воде, то есть у нее была постоянная подпитка, ей не нужно было там думать о том, что вода кончилась. Ну, в общем, наблюдайте за орхидеей, в этом нет ничего страшного, просто поливайте по мере того, как у вас подсыхают корни. Вот очень интересный и сложный вопрос от Светланы Крамарюк. Леночка, большое спасибо за видео, за новый формат, который вы внедряете. Хочу задать вопрос, стоит ли бороться с грибницей в виде мелкой манки или сразу пересаживать? Растюха страдает одна. Пересаженный подросток набирает бутоны, переходит манка на корешки, раскукливание в горшке есть, смесь керамзита и коры. Подозреваю, виной стал мох, которого я немного оставила после посадки азиата. Любая грибница мной не воспринимается. Проливала триходермой, трихофитом, микофелпом. Большое спасибо за помощь. Но азиатского подростка я бы не стала сразу пересаживать в кору и в керамзит. Тем более подростка. Подростков надо немножко дорастить. Я пересаживаю их в перлит. Вы все это видите и знаете. Теперь то, что касается триходермы, вот это вот, я даже вторых таких названий не знаю. Пришлось глубоко покопаться в интернете для того, чтобы разобраться, что это за два препарата. И вот из этого всего вопроса меня поразило и заинтересовало, знаете что? Вы покупаете триходерму. Давайте я вам покажу просто пакетик триходермы. И вот там внизу на пакетике триходермы, ну небольшими, но какими-то буквами написано: биопрепарат полезных почвенных грибов. И вот когда я копнула глубже, тут вот эти два остальных названия, трихофит и микофелп, это производная от триходермы. Вы полили 3 раза триходермой, то есть грибами. Знаете, вопрос о триходерме, споре бактерине. У меня еще есть вот такой препарат. Бакофит и микориза. Вот в маленьком видео об этом не расскажешь. Можно еще найти штук 20 препаратов с какими-то бактериями. Хлорелла еще есть, кстати, тоже продается у нас сейчас. Это прямо нужно снимать отдельное видео. Скажите, если вам... Напишите мне, вернее, не скажите, а напишите. Если вам интересно, я о триходерме, о споре бактерине 2 года назад начала искать информацию о микоризе. Вот купила, начала искать. Ну, как мы все делаем. Сначала купили, потом начали искать информацию. Так и я, в принципе, как и вы, абсолютно так. Но я только покупаю по одному пакетику. Для того, чтобы узнать, что это такое, или потом или выбросить, или вам рассказать, или, как я обычно делаю, под балконом есть клумба, туда все высыпаю. Все, что растет, там не растет, но сорняки растут замечательно. Остальное все не растет, потому что туда свет не попадает. Поэтому, если вам интересно, я соберу всю эту информацию и расскажу вам отдельно, потому что рассказывать надо даже не 10 минут об этих препаратах. Но могу сказать одно: я не применяю эти препараты. Но вот так сложилось, что я очень многими препаратами не пользуюсь. Ну а здесь с ответом на этот вопрос, ну вам не могу сказать, что повезло или не повезло, но грибы, которые не часто прорастают в наших условиях, вот именно вот эти споры грибов, которые находятся в триходерме,
Ну, например, в моем керамзите они точно расти никогда не будут. Им нужны определенные условия. И использовать такие вещи нужно только в том случае, если вы точно знаете, что на ваших корнях есть другие какие-то грибницы, грибы. Это очень агрессивные грибы. Но вы вырастите у себя другую грибницу на корнях. А будет ли грибница сотрудничать с корнями ваших орхидей? Ну, до определенного момента, может быть, будет. А может быть, эта грибница станет, эти грибы что-то подавят, если там что-то было. А может, не подавят, может, сами разрастутся и начнут угнетать ваше растение. Кстати, вот, хочу вам показать свою парфюмерную фабрику, у которой в горшке росли грибы. И когда я увидела эти грибы и поняла, что не нравится растению содружество с этими грибами, я ее разобрала и сделала вам целое видео. Споров было много очень на эту тему, что да, вот же все же говорят, что они хорошо в симбиозе растут. У кого-то растут, у кого-то грибница подавляет. Грибы разные. Штаммы этих почвенных грибов, они разные. Одни сотрудничают, другие не сотрудничают. Поэтому я разобрала, поставила ее на доращивание. Очень быстро орхидейка откликнулась на то, что я убрала эти грибы из ее грунта. И вот смотрите, она жила, она дала 2 цветоноса. Кстати, я сижу и просто наслаждаюсь запахом, который исходит от парфюмерной фабрики. Еще был вопрос, что такое парфюмерная фабрика? Парфюмерная фабрика – это специально выведенные сорта орхидеи, причем это мультифлоры. Мультифлорки. У них очень часто вот такие красивые листики. Ну, почти все фабрики с такими красивыми листами, как муаровые такие. Очень красивые, серебристо-зеленые. И они специально выведены с ароматом. Они очень ароматные. Вот эти 6 цветочков наполняют всю комнату каким-то ароматом духов. Причем у всех в парфюмерных фабрик было выведено 8. Сейчас их стараются вывести больше. Появились новые. Они дорогие. Потому что, сорт создают такой. Но шикарный, просто шикарный. На дальнем плане еще одна есть парфюмерная фабрика, тоже хорошо растет, но цветоносов пока у нее нет. А это, которая была с грибами. Поэтому, Светлана, вы сделали одно и то же, полили какими-то почвенными грибами. У вас, наверное, все это благополучно проросло. Смотрите, будет угнетать. Значит, пересаживайте, убирайте эту грибницу. Будет какое-то сотрудничество с корнями орхидей, тогда не убирайте. Всегда нужно понаблюдать за своими растениями. Это очень важно. Оля Соколова спрашивает, что такое тургор? Олечка, если вы подписаны на канал, то вам должно прийти оповещение о том, что я ответила на ваш вопрос. Причем я дала вам академический ответ. Большой академический ответ, в котором понятно, что такое тургор листьев. Но если просто сказать, это листья, наполненные, хорошо наполненные влагой. Но это очень простой ответ. То есть они не висят, видите, они в таком в хорошем состоянии, как бы в тонусе, в тургоре. Но это такой очень простой ответ, но есть академический, чтобы вы поняли. Зайдите, пожалуйста, там, где вы задавали вопрос, и посмотрите. Татьяна Полякова. Здравствуйте, Елена. Сложно разобраться в диагностике. На одной из орхидей появились липкие крупинки с 2 сторон на 2 листиков. Есть на нижней стороне пятнышки серо-коричневые. На другом цветке по листу нижние тоже есть пятна, как при грибке на стене. А корни коричневые. Если их протереть, остается рыжий цвет на диске.
Похоже, что каждая болеет. Ну вот тут мне непонятно, сколько орхидей это. Здесь о скольки орхидеях идет речь. И что использовать от препаратов, я не знаю. Пролила корни 1% актары. Если вы новичок, в орхидеях еще ничего не понимаете, я сама когда-то была такой, было очень сложно определить, во-первых, заболела ли чем-то орхидея или нет, и узнать, какой препарат нужно применять при болезни или при том, что у нее вредители. Вот этот препарат, Актара, он не от болезней, это инсектицид, это от вредителей. И если на вашей орхидее нет вредителей, то применение этого препарата бесполезно и неоправданно. А стоит он, у нас он стоит где-то 115-135 рублей. Причем от вредителей его нужно брать 3 пакетика сразу. Будет видео скоро очень о препаратах именно от вредителей, потому что весна, лето, вредители будут. А лечебные препараты – это другие препараты. Ну вот, просто у меня есть под рукой Привикур. Вот этот препарат именно от грибковых заболеваний. Недавно выходило видео о препаратах Привикур, Максим и Фундазол. Ссылочку оставляю. И хочу вам еще раз объяснить. Очень часто новые подписчики приходят из рекомендуемых видео и не знают, что это не сайт, что это большой канал. Сейчас я вам еще раз покажу на телефоне, как зайти, когда вы заходите на YouTube. Если вы зашли на YouTube из рекомендованных видео, вот, например, сегодня вышло видео, сегодня суббота, вышло видео, и вы просто переходите, нажимаете на это видео, переходите в это видео. Вот значок моего канала, вот написано «Подписаться», и если вы переходите, нажимаете на этот вот цветочек, нажимаете на этот цветочек, вы переходите на канал. А на канале есть главная страница, а потом есть страница видео. И здесь собраны все видео, которые выходили когда-либо на канале. И здесь по названию вы можете определить, какое вам видео посмотреть. Есть еще сверху, смотрите, есть еще плейлисты. Мы переходим в плейлисты, и здесь собраны видео по тематикам. Вы можете зайти в любую интересующую вас тему и посмотреть. Здесь написано, например, 31 видео, 17 видео на эту тему. И посмотреть интересующее вас видео. Знаю, что не все хорошо разбираются и в Ютубе, и вообще в интернете, и не все хорошие пользователи интернета, поэтому я просто делаю такие подсказочки. Кстати, есть видео, даже 2, в которых я рассказываю, как разобраться с Ютубом. Поэтому заходите, смотрите. То, что касается лечебных препаратов, очень недавно было, буквально в течение вот или этого, или прошлого месяца, было большое видео о 3 препаратах о лечении орхидей. А Актара наверняка здесь была просто бесполезна. Так, идем дальше. Здравствуйте, Елена. Елена Шульжицкая. Здравствуйте, Елена. Хочу у вас спросить, у моих орхидей очень большие листья. Что с ними делать? Отчего они растут такие огромные? Сорта орхидей разные. У кого-то маленькие листья. Орхидейки могут быть мини. У них на стеллаже сзади меня. Сейчас. Орхидейки все разные. Они есть. Вот это мини-орхидейка. Это миди-орхидейка. Вот это тоже миди-орхидейка. То есть у нее размер цветочка вот такой маленький. Листики побольше, чем у мини-орхидейки. Давайте сравним цветочки. Так рядышком поставим, будет видно, что это поменьше цветочки, это покрупнее цветочки. А листики, видите, какие разные листики. Здесь малюсенькие, а здесь побольше.
Но есть вот такая орхидея, мы еще с вами ее не пересадили. Это желтая интрига, я ее покупала осенью. У нее просто громадные листья. Сорт такой. Сейчас же все вот эти сорта выводятся искусственно. Какие листья получились у орхидеи, такие получились. Бывают просто сначала растут маленькие, потом дорастают все больше и больше. Ничего вы с этим не сделаете. Это заложено у орхидеи в генетике. Так что уменьшать каким-то образом листья у вас не получится. А от того, что вы удобряете или не удобряете орхидею свою, она все равно будет растить такие листы, как у нее заложено, ну, природой или селекционером. Тут против этого ничего не сделаешь. Но могу сказать еще одно. Когда селекционные орхидеи, вот, например, от GMP, у них всегда огромные листья, вот такие длинные, просто. Если я не пользуюсь гормонами, когда начинают они расти у меня, листы приходят в более или менее нормальное состояние. Старые листы со временем отмирают, новые нарастают, ну, или чуть меньше, или такие же. Я ничего, ни вы, ни я ничего с этим сделать не сможем. А про гормоны есть видео. Как всегда, оставлю внизу. Ирина Осипова. Добрый вечер, Елена. Подарили орхидею, к сожалению, с клещами. Скоро 4-я обработка фитовером. Подскажите, можно ли обработать препаратом Максим? Через какое время? Корни частично гнилые. Вот частично гнилые корни, такое, знаете, обтекаемое понятие. Буквально 3 дня назад показывала вам орхидею, Зора, которую я не пересаживала с гнилыми корнями, не обрабатывала, ничего с ней не делала. Вообще ничего не делала. Если с одной стороны корни хорошие, а с другой стороны корни есть гнилые, а тургор у листьев нормальный, то постарайтесь понаблюдать опять за орхидеей. Не надо ее лишний раз травить там Максимом, Привикуром или еще чем-то. Посмотрите на нее. Не теряет орхидея тургор, листья тургор. То есть не опускаются они, как ушки у спаниеля. Значит, ее устраивают эти корни и не мешают, самое главное, ее жизни. Вообще не мешают. От клещей обрабатывайте обязательно 4 обработки фитовермом. Если найдете еще какие-то препараты, я рассказывала уже, какие препараты, тоже ссылку оставлю. 50 раз буду, уж меня простите, но 50 раз буду говорить, что ссылку оставляю. Какими препаратами я еще, кроме фитоверма, обрабатываю клещей. Следите за клещами. Для меня это самая страшная зараза, которая может быть на орхидее. Остальное практически все можно победить, а вот с клещами бороться нужно очень долго и систематично. Если очень хотите обработать орхидею Максимом, вы можете, не вынимая из грунта, хорошо просушить корни, замочить ее на 15-20 минут вместе с грунтом, потом слить весь раствор и оставить ее в том же грунте, если вам это, ну, просто, знаете, для своего собственного успокоения. Ну, препараты эти вообще не конфликтуют. Причем Максим — это обработка корней, а фитоверм — это только обработка по листу. Поэтому здесь конфликта препаратов быть просто не может. Алла Шуманская. Добрый вечер, Елена. Орхидеи на реанимации с очень плохими корнями без грунта. После обработки Максимом постоянно стоят в воде 1,5-2 сантиметра и раз в 2-3 дня обрызгивать корни. Да, правильно все. Дать ли испариться в воде и потом 1 день просушки и заливать снова. Вот, видимо, вы пишете под очень старым видео, наверное, с год назад я объяснила, что я пришла к выводу, что такие орхидеи, которые стоят у нас на доращивании или на наращивании корней, вода в них постоянно. Причем вода постоянно 2,5-3 сантиметра. Когда вы опрыскиваете корни, эта вода стекает, она все равно туда добавляется. Я не делаю больше просушек. Исходя из своего
опыта я решила, что не нужно давать в тот момент, когда орхидея на реанимации или на наращивание корней, не нужно ей давать эти просушки. Но бывает, у меня бывает такое, что стоит. Я даже редко опрыскиваю корни, вот очень редко. Бывает, подошла к орхидее, а у нее уже и воды нет. Ну, тогда, конечно, опрыскала опять, долила. Но я не трясусь в этот момент над орхидеей, там, не бегаю, не смотрю каждый день, вылез ли у нее корешочек, пророс ли. Я ее оставляю в покое. И по возможности, когда действительно подошла, увидела, тогда доливаю водичку. Растут корни всегда после обработки Максимом. У меня нет с этим никаких проблем. И стоят они только под искусственным освещением. Недавно об этом тоже рассказала. Иннока. Здравствуйте, уважаемая Елена. Очень много научилась и получилось. Благодаря вашим советам. Огромное спасибо. Такой вопрос. Орхидея пересажена была, наращивала корешки сверху, пустила цветонос и много веточек распускается. Но корешки замерли и листья, кроме двух верхних, в складочку стали. Что делать? Удалять цветоносы? Можно ли ей как-то помочь? Но орхидея в момент того, когда она выпускает цветонос и начинает распускать цветочки, она занимается только цветочками. То есть мы или растем, или цветем. Когда она распустила все цветочки, вот сейчас покажу на этом, хороший у меня стоит пример. Когда она распустила все цветочки, тогда у нее, она считает, что она выполнила свой долг перед природой, и она может расти дальше. Если у нее все в порядке, она в хорошем состоянии. Здесь всего 2 цветоносика по 3 цветочка. И если вы сейчас увидите, там в глубине начал прорастать новый листик. То есть она действительно останавливает свое развитие, когда она... А вот с этой стороны новый корешок пошел. В момент того, когда она растит цветонос, она может перестать заниматься листиками и корнями. Если вы орхидею не удобряли, не дали ей жизненно важных подкормок, то очень возможно, что ей не хватает каких-то микроэлементов для того, чтобы дорастить эти бутоны. Поэтому она пользуется своими листиками. Поэтому листики нижние теряют тургор, могут даже пожелтеть. Ну и вообще она перераспределяет свои ресурсы. Загляните в корни. Если с корнями все в порядке, но они там не растут, остались раскукленными, или давайте заглянем, здесь ничего не видно будет. Недавно поливала, поэтому горшок такой влажный. Вот корешки, они расстались раскукленными, они на данный момент не растут. Но когда орхидея цветет или же распустит все свои бутоны, но, как я вам показала, она начинает проращивать новые корни и продолжает растить старые корни. У фаленопсиса нет такого выраженного яркого периода покоя, но в момент бутонизации она действительно может немножечко меньше уделять время своим корням и листьям. Но все пойдет. Если все в порядке у вас, вы не залили корни орхидеи в этот момент, потому что в момент цветения орхидея требует воды и вообще испаряет немножко меньше, самое главное, не залейте корни. Продолжайте поливать точно так же. Высохло – полили, просохло – полили. И все встанет на свои места, не волнуйтесь. Елена... Не могу прочесть, к сожалению, даже на этом языке фамилии. Благодарю за очень интересные поучительные видео. Скажите, пожалуйста, я уезжаю на 2 месяца из дома. Как поступить с орхидеями? Никак вы не можете поступить с орхидеями, кроме как доверить полив ответственному лицу. Если уезжаете на 2 недели, это не страшно. Даже 2 недели орхидеи без чего-то участия, если вы их перед отъездом польете, они простоят и дождутся вас, потому что просушка значительно лучше, чем залив. Но вот 2 месяца – это многовато. Поэтому попросите кого-нибудь полить свои орхидеи хотя бы раз в 3 недели.
не получится так. Они очень сильно высохнут, потом будете очень долго восстанавливать. Нина Круглова. Елена, есть два вопроса. Орхидея Леодора в размере 2,5 в мхе. Есть ли какие-то особенные условия по выращиванию этой орхидеи? Капризы и тонкости. Сразу говорю, в прошлом году рассказывала о своих капризных 2 Леодора. Ссылочку оставлю. Единственное, что могу сказать, Леодора всегда растет в сторону. Не старайтесь ее пересадить ровно. Она изначально заваливается. Я недавно слушала какого-то селекционера. Есть несколько вот именно таких орхидей, которые просто сделаны для того, чтобы были такие полуампельные. Они свисают. И еще в том видео не сказано, никогда не срезайте у Леодора цветонос, если она не отсушит его сама. У нее револьверное цветение. Она может на этом же цветоносе в следующем году опять выпустить бутоны. Поэтому у Леодора цветонос, если он живой остается, оставляем. У меня Леодорка, та, которую я показывала в прошлом году, опять покапризничала всю зиму, но опять выпустила цветонос. Непонятно, еще будет там 3 или 4 цветочка, но 3 уже точно будут, 4 пока не знаю. У меня капризная, у кого-то не капризная. Но посмотрите это видео именно про Леодора. И теперь второй вопрос. Есть ли разница по выращиванию орхидей, исходя из цветового окраса? Бордовые, красные, белые. Расцветки. Я имею в виду предпочтение по выбору кашпо. Стекло, пластик, двойные горшки, закрытая система. Вообще никакой разницы между этим нет. Неважно, как цветет орхидея. Неважно, какой вы подберете для нее горшок. Главное, чтобы вам было очень удобно за ней ухаживать. Пусть это будет двойной горшок, пусть это будет закрытая система. Я не пользуюсь закрытой системой. Мне неудобно и сложно поливать в этой закрытой системе. В субботу вышло видео, когда я пересаживаю из стеклянного горшка, из полузакрытой, я бы сказала, системы полива, там 2 дырочки было просверлено в стеклянном горшочке. Неудобно растут водоросли, неудобно поливать, неудобно удобрять. Я закрытую систему не использую, я пользуюсь двойными горшками. Выбор кашпо для фаленопсиса предпочтительно прозрачное кашпо, потому что его корни участвуют в фотосинтезе. Поэтому мне удобно очень в двойных горшках поливать. Достал орхидею, полил, слил, все очень удобно. Вы выбираете сами, как вам удобно ухаживать за орхидеями. Предпочтений никаких нет. Виктория Николаевна. У нас 2 недели назад отключили отопление, температура возле окна 19 градусов ночью, 20-22 днем, есть 4 реанимашки, и мне кажется, что это слишком для них мало. Да, очень мало. Да, и для остальных орхидей. Раскукленные корни закуклились. Да, они у вас закуклились только потому, что вода была еще на 2-3 градуса ниже. То есть, если 19 на подоконнике, вода будет 16. Это очень низко. Для реанимашки есть видео. Недавно рассказывала подробно, где у меня находятся такие реанимашки в воде, почему я никогда их не ставлю на подоконник, как я за ними ухаживаю, что делаю. Оставлю обязательно ссылочку на это видео. Я подробно там рассказываю в описании под видео. Они даже вот так будут идти по порядочку, как я рассказываю. Посмотрите видео, вам станет все понятно. Да, корешки закуклились. Если сейчас ее перенесете в более там теплое место и под искусственное освещение, я вообще никогда не ставлю орхидеи реанимашки в воде на подоконник ни зимой, ни летом. Поэтому перенесете, все восстановится у орхидейки. Елена Громова спрашивает, сколько ваттные лампы. Я ответила, какие у меня лампы на стеллаже. 42 ватта. Больше не буду отвечать на этот вопрос, наверное, понятно. Длина каждой лампы, единственное, что могу сказать, 140 сантиметров. Лампы недорогие. Стоили каждая лампа 576 рублей, по-моему. Ну вот, как я вам говорила, Вадим Новак. Здравствуйте, Елена, спасибо за рассказ. Очень давно не могла понять, что за липкие пятна
на листьях цветоносе у 2 орхидей. Надеюсь, теперь с ними справиться. Если это вредители, то будут размазанные пятна. Если это гутация у орхидеи или она привлекает к себе насекомых и хочет, чтобы ее опылили, будут ровненькие такие по краешку, маленькие, и на цветоносах будут капельки, прямо кругленькие, такие красивые капельки. Это она привлекает к себе своих друзей для опыления. А вот если на листе вы увидели с этой стороны такие размазанные, как будто брызнули на лист размазанные капельки, вот это вредители у вас начали бегать. Поэтому опять наблюдаем, какого размера, что капельки. Ссылочку про эти капельки опять оставляю под видео. Молодцы, что начали разбираться, это очень приятно. Светлана Коваленко, подскажите, как вы готовите керамзит для посадки? Про керамзит тоже есть огромное видео. Сейчас покажу вам еще раз керамзит, которым пользуюсь именно я. Я пользуюсь вот таким керамзитом. И так как он цветочный, мелкий, очень удобный, по крайней мере для меня, я его просто хорошо промываю в очень горячей воде. Керамзит вот именно такой, он не набирает в себя много влаги. Не в кипяченой воде, нет. Я промываю просто вот сколько самая большая температура идет из крана воды. Я заливаю его. Можно это сделать в тазике. Я это делаю, у меня раковина закрывается. Я это делаю в раковине. Очень много такой керамзитной пыли. И иногда попадаются, знаете, такие тяжелые камешки. Они, конечно, выпадают на дно моей раковины, а керамзит всегда плавает. Керамзит не набирает в себя большое количество влаги, потому что он такой кругленький, обожженный. У него мало таких пор, в которые бы он набирал влагу. Но керамзитная пыль и грязь, она вся смывается. Вот такой пакетик керамзита весит всего 370, по-моему, 5 грамм. Но это вместе с упаковочкой. То есть он всегда плавучий, он легкий, он внутри вспененный. Это я очень подробно рассказываю в этом видео про керамзит. Еще был вопрос, не знаю, встретится он мне или нет. Зеленеет ли у меня керамзит в посадках? Могу сразу ответить. Если у вас будет стоять на солнечном, под ультрафиолетовыми лампами, на солнечном свету, горшок все равно будет зеленеть. Вот что бы вы ни делали, будет все равно зеленеть. И та часть керамзита, которая прилегает к этим зеленым водорослям, она обязательно будет зеленеть. Я потом, если использую такой керамзит повторно, я его буквально хорошо вот так руками прямо делаю, промываю, тоже под горячей водой, но сколько терпят мои руки. И если остались эти водоросли, я просто 2-3 минуты его кипячу, помешиваю. И потом использую снова. То есть тогда эти водоросли убиваются. Просто если вы их промоете, нет. Если вам не жалко, выберите и выбросите. Но стоит 54 рубля, примерно 2 растения я могу посадить вот в этот пакетик 2-литровый. Но уж если это вообще малышки, там штук 6, наверное, если горшочек 0,6. Поэтому не жалко, выбросите, жалко, проведите какие-то нехитрые манипуляции с ним и опять верните его в прежний вид. Так. Алекс задает, по-моему, сразу 2 вопроса, но что-то непонятное. Алекс это или это не Алекс, это тоже непонятно. Ему непонятно, что значит вы поймете, когда надо поливать, как это надо понять, что должно быть служить ориентиром, побольше наглядных примеров. Снимите видео, как вы поливаете свои цветы в обычном режиме. Мы же наблюдаем за вами, и нам это очень интересно. Кто-то возьмет себе на вооружение какие-то моменты. Расскажите, как вы поливаете всю свою коллекцию сразу или по частям, делаете вы профилактику от насекомых и других вредителей. Делитесь опытом. В прошлом году, когда мы начинали эксперимент по поливу
с удобрениями, я прямо выставляла там 20 орхидей, показывала, как я заливаю орхидеи, как я поливаю. Я всегда это делаю одинаково. Я наливаю в горшочек вот так примерно воды, даю постоять орхидеи 20-30 минут, вытаскиваю второй горшок, сливаю эту воду и ставлю орхидею назад. Это весь полив. Как я определяю? Орхидея вам сама должна подсказать. Мы всегда ориентируемся, во всех видео говорю, ориентируемся только на корни. Вот такие корни мы поливаем. Сухие корни. Но они, конечно, не совсем сухие. В них еще есть какой-то потенциал. Недавно же рассказывала вам о корням. Есть там внутри этой губчатой структуры есть еще какая-то влага. Но когда веломен просох, а веломен просыхает у каждого по-разному, это зависит от вашего региона проживания, от температуры в квартире, от температуры вот именно в том месте, где содержится орхидея. Ссылочку обязательно оставляю. Я ориентируюсь только по цвету корней. И если корешочки начали вот так сморщиваться, значит орхидея начала забирать активно из них водичку. Значит, начала орхидея пить воду, и я в этом случае поливаю. Этот горшочек я вам уже показывала, поливала вчера. Сейчас вот такие зеленые корни. Плохо видно в этом горшке, но все-таки видно. Я не поливаю, жду, пока они станут вот такими серебристыми. И после того, как они стали серебристые, еще даю 2, ну максимум 3 дня хорошо им просохнуть. Чтобы внутри горшка тоже была просушка. Ой, капнула себе на... Вчера поливала орхидеи, сфотографировала, как я выставляю орхидеи для полива. У меня есть полки... Ну вот, например, на этих полках я могу залить орхидеи не снимая, а есть полки, которые ну, более хлипкие, более слабые, на которые нельзя налить столько воды, где я снимаю, выставляю на большой стол, поливаю их и опять убираю на те же самые полки. Выставляю все, не путаю никогда, как они у меня стояли. Я беру орхидеи, ставлю их вот так по очереди, и потом точно так же их составляю назад на полке, чтобы они получились в том же самом состоянии. Но это в случае, когда орхидеи выпускают цветоносы, тут их трогать не стоит. А когда они у вас цветущие, когда они находятся перед цветением или вот этот полупериод покоя, когда они в растущем состоянии, если вам надо как-то по-другому поставить свою коллекцию, вы можете совершенно спокойно взять орхидею, переставить ее в другое место, но не делать это каждый месяц. Вот если вы решили, что она будет у вас теперь вот здесь расти, я, например, подбираю орхидеи еще по тому, как они пьют водичку. Вот здесь у меня стоят орхидеи, они примерно все одинаково просыхают, выпивают воду, поэтому я их поливаю где-то раз в 7-10 дней, не чаще. Теперь, что касается вредителей. Вот когда я обрабатываю от вредителей, а я это обязательно делаю, тогда я все снимаю с полки, выношу на большой стол и обрабатываю частями. Полив у меня занимает примерно дня 3. Обработка от вредителей примерно то же самое время. Какую я делаю обработку от вредителей? Ну, мучнистого червеца, трипсов, щитов, кетли вообще никогда не видела на орхидее. Можно только принести, ну, трипса тоже можно принести, но трипс может вылететь, ну, вообще все может влететь в открытые окна. Но щитовка и мучнистый червец очень вряд ли. Их можно принести с новой покупкой орхидеи. Поэтому у меня теперь появилась карантинная полка, слава богу, а то было очень сложно с ней. Я оставляю, наблюдаю месяц-полтора-два за орхидеей, потом ставлю в коллекцию, если ничего не было. Но за этот месяц-два у меня обычно проходит обязательная обработка от клеща. Ну, беда в нашем регионе с клещами, они у нас залетают, влетают.
в сухих, жарких регионах клещи есть. Ну, а то, что можно принести, конечно, клеща, это всегда возможно. Поэтому есть просто плановые обработки от клеща. Причем я беру не 4 делаю обработки, а беру какой-нибудь препарат или амайт, или биокил, или карамайтом, то есть системными, не которыми только можно побрызгать, и они работают только при контакте. Фитовирм работает только в контакте. Если вы попали на клеща, тогда он его убьет. Если не попали на клеща, он не работает по личинкам, не работает по нимфам, не работает по яйцам. Я беру системный препарат и просто опрыскиваю все орхидеи. Да, я с этим все время работаю, потому что большая коллекция, вероятность заражения орхидеи очень велико. Здесь надо делать, если у вас 10 орхидей, вы их можете буквально каждый день просмотреть, пройти и проверить, не появилось ли что-то на них. Вам не нужны такие обработки. Еще когда протираю листики, открытые сейчас будут окна, пыль все равно появится в любом случае. Когда вы протираете листики просто чистой водой, если вдруг даже появились у вас клещи, вы большую часть их уберете. Просто тем, что протрете листики. В прошлом году на балконе, там, где у меня всегда открыты окна, я просто увидела живого трипса. Шустрого, черного, вот прямо как на картинке, вот с таким круглым хвостом, я его исхитрилась поймать. Но, видимо, что-то он все-таки натворил. И когда я обрабатывала карамайтом и умайтом, они тоже от трипса. Я даже не заметила, появился он у меня, не появился, просто на парочке, троечке орхидей я увидела такие покусы, как от трипса. А раз я их системно, в смысле, там раз в месяц обрабатывала, не получилось им у меня расплодиться. Что-то где-то кто-то покусал, но так благополучно, и вместе с клещами я их вытравила. Даже не заметила этого. Заметила уже потом покусы просто на листиках. Все я это делаю, иначе или загрызут, или коллекцию с клещами потерять можно очень быстро. Поэтому надо какие-то делать профилактические обработки. Галлих грант, если правильно читаю. Просьба рассказать о содержании других орхидей, не о фаленопсисах, например, камблии, бельтонии, дендробиумы. Пожалуйста, у меня есть плейлист о тех орхидеях, о камбриях, о дендробиумах, о котлеях. У меня там, может быть, с десяток видео. Я говорю, рассказываю. Недавно еще купила Пафия педилум, башмачок. Кто-то спрашивал у меня, как он себя чувствует. Сейчас сниму с полочки, вам покажу. Вот этот маленький пафик. Я его покупала цветущий. Цветет он недолго. Продолжает с этой стороны выпускать новый рост. А здесь был совсем, вот он, совсем малюсенький-малюсенький ростик. Сейчас он потихонечку подрастает. Я пока за ним наблюдаю. Ищу ему место, которое ему понравится для роста и цветения. Не так просто с ними, вот, например, с этим растением. Ему нужно более прохладное, более влажное содержание. Кстати, по этой причине кто-то спрашивает у меня, что не увидела в вашей коллекции ванды. Наверное, скоро и не увидите. Нам привозят ванды под 8 марта. Я уже, наверное, 10-й год хожу и смотрю на них, но не решаюсь, потому что ванде нужно очень много влаги. А у меня создать это в квартире не представляется возможным. Они у нас очень дорогие. Купить и загубить орхидею я еще, я не решусь, наверное, пока на ванду. Если будет какое-то создано даже место в квартире, да не могу я найти это место пока в квартире. Поэтому с вандами я пока повременю. Даже
Вот у меня есть цимбидиум. Цимбидиуму нужно холод, ванде нужно тепло. Как я их должна вместе держать? Ну, это невозможно. Ну, а о дендробиумах, котлеях и анцидиумах я прямо снимала видео. Пожалуйста, пройдите, посмотрите. Есть все там, все подробно, как я их поливаю и что я с ними делаю. Так, дальше. Зоя Умурзакова. Большое спасибо, красиво. Красота неимоверная. Подскажите, нужна ли кора при посадке? Вы пользуетесь керамзитом, это не угнетает рост. Ну, даже на вопрос отвечать нечего. Сзади меня видите, все орхидеи, абсолютно, кроме нижней полки, которые орхидеи куплены недавно, но будут обязательно пересажены в керамзит. Вы все видите, что ничего никого не угнетает. Все орхидеи растут в керамзите. Часто очень говорю о том, что для орхидеи не важно, вот для фаленопсисов, например, не важно, ему нужно устойчивое место. Ему все равно не важно, ни от коры, ни от керамзита фаленопсис не получает никаких питательных веществ. Поэтому ему нужно просто какая-то опора, какое-то место для роста и, самое главное, правильный полив. Ничего не угнетается. Угнетается только неправильным поливом, неправильного понимания жизни цветка. А сам он себя угнетать не будет. Они очень живучие. Светлана Бурцева. У меня одна орхидейка сейчас стоит в горшке в режиме мокрые ножки. Как вы показывали. Наверное, очень давно показывала. Цветет, но корешки еще не раскуклила. Жду. Остальные живут в керамзите. Так, если я правильно понимаю, она сейчас стоит в покупном горшочке. В покупном горшочке никаких мокрых ножек у орхидеи, ни пяточек, ни ножек, никаких быть не может, сгноит корни, потому что покупные горшки – это обязательно кора. Если будет в коре все время присутствие воды, то обязательно загниет корни. Ни в коем случае этого делать нельзя. Перепробовали много грунтов, остановились на керамзите. Хорошо, замечательно. Если у вас все получается в керамзите, они живут, растят корни, это все замечательно. Я рассказывала о мокрых этих ножках. Я сейчас ушла от этого. Даже в керамзите я использую эти мокрые ножки или мокрые пяточки только тогда, когда я действительно очень надолго уезжаю. Но уезжаю я надолго, это для меня это 20-25 дней. Тогда я наливаю в горшочек, но только в неорганический грунт. В органическом грунте это нельзя делать ни в коем случае. Буквально на пальчик воды, чтобы второй горшочек, внутренний горшочек был налит на пальчик воды, тогда за эти 20 дней орхидея сначала выпивает, потом хорошо просыхает и дождется меня, пока я приеду и ее полью. Если у вас 50, 60, 100 орхидей, можно использовать в жаркое время, но не мокрые ножки, а наливать чуть ниже внутреннего горшка, чтобы не так часто орхидею поливать. Тогда у вас полив получится раз в 2 недели. Потому что в керамзите именно в жаркое время очень быстро просыхает грунт. Вот сейчас на вот этих двух, верхняя и полка, вот эта полка и верхняя, там именно так и налита водичка. Вчера поливала, буду доливать послезавтра. Вот так будет, как бы вам показать, ну, в общем, показываю на этом горшке, там налита водичка, но ниже внутреннего горшка. Скажу почему. У нас отключили отопление, но лампы, вот эти лампы, которые здесь находятся, они нагревают полочки. Поэтому очень быстро все просыхает. Буквально в течение 2 суток горшок сухой. Для того, чтобы мне поливать их хотя бы раз в 10 дней, я
наливаю вот этот буквально сантиметр водички. Через 10 дней горшок сухой, аж хрустит. И корни все сухие. Вот тогда я поливаю. Меня все время спрашивают, нельзя сказать, что поливать нужно через 5, через 6 дней, через 7. Нужно только обращать внимание на корни. Елена Митрофанова, огромное спасибо за информацию. У меня действительно орхидеи сидят по 9 лет в горшке, но не могу пересадить. Они то цветут, то размножаются. Елен, не нужно держать орхидею 9 лет в одном горшке. Во-первых, там уже давно разложился весь грунт. Я понимаю, что они у вас хорошо себя чувствуют, живут, но хотя бы через год после покупки пересадите орхидею. Потому что за 9 лет, а корень живет от 6 месяцев до 2,5 лет, вы представляете, сколько? Вот вы вытащите орхидею, а там будут коричневые корни. Они будут плотные, толстые, вам будет казаться, что это хорошие корни, а они уже мертвые. Вот только то, что у вас орхидея сейчас наращивает сверху воздушные корни, вот это будут и живые. Но для орхидеи будет очень большой стресс, и она потеряет и много корней, и листьев. Ну, просто обидно терять орхидею. У меня, например, орхидея там живет 16-18 лет, некоторые уже по 10 лет живут, но они все пересажены. Я их периодически положено орхидею убирать вот эти старые корни, ну, хотя бы раз в 3 года. Ну, пересаживайте, не бойтесь, попробуйте сначала одну орхидею пересадить, омолодить. После такого длительного непересаживания очень часто теряются орхидеи. Не надо так поступать с ними. Все-таки нужно пересаживать, убирать эти гнилые корни. И подуры там наверняка есть, и все это у вас питаются там подуры обязательно, вот этой уже отгнившей органикой. В общем, лучше так не делать. Ну, во-первых, у меня есть видео омоложения орхидеи, а во-вторых, то, что цветет и размножается в углу, в самом углу, там висит орхидея ниже верхней полочки. Сейчас попробуем взять. Она пересаженная, а цветонос у нее примерно метровый. Я ее купила в августе 2019 года. Я год думала, пересаживать мне ее или нет. Она все время цвела. Обратите внимание, какой она сейчас цветонос доращивает. Она все время доращивает цветонос. Деток у нее нет, но цветонос вот этот метровый все время. Я думала целый год, пересаживать мне ее или нет. Потом в конечном итоге я ее пересадила. Она этого не заметила и продолжает расти цветонос. Поэтому, когда вы вовремя пересадили орхидею, она продолжит у вас расти и цвести и давать деток, она этого не заметит. Главное, чтобы у нее появились какие-то, хоть небольшое количество раскукленных корней. Я даже, по-моему, через год она там прорастила всего 2 корешочка, я ее пересадила, вообще на это внимание не обратила. Я просто экспериментально ее не хочу отрезать, этот цветонос. Мне просто интересно, вот в этом августе будет 2 года, как она у меня цветет. Причем могу сказать, что я ее попыталась полить с азотом, попыталась полить, цветущую орхидею мы не удобряем. Вот этой орхидеи все равно, даже чем я ее полью вообще. Могу полить с азотом, могу полить с калием, с фосфором, она все равно продолжает растить свой цветонос. Ну, вот такая орхидейка, называется она Happy Carol. Светлана Архипова. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему воздушные корни сохнут? Можно ли пересадить орхидею, если она пустила стрелку? Да, я в прошлом году очень много пересаживала орхидеи, которые пустили стрелки. Они также продолжили свое цветение. Почему сохнут воздушные корни? Иногда бывает... Есть несколько причин, озвучу всего одну. Иногда бывает, вы настолько много поливаете те корни, которые в горшке, что она перестает пользоваться воздушными корнями. Они ей просто не нужны. Это у нее запас, а запас этот не нужен, потому что мокрость все время в горшке. Или наоборот, она может просто пользоваться этими воздушными корнями. Но тут надо смотреть по состоянию орхидеи. В этом нет ничего страшного. Даже в одном горшке
Даже у одной и той же орхидеи могут быть и немного сухие корни, но растущие, ну, немножко сморщенные. А вот воздушный корень большой, он совершенно не сморщенный. Состояние корней хорошее. Ничего в этом страшного нет. Натали Лазовская спрашивает о японском удобрении. Она купила японское удобрение. Бонафорта неоправданно дорого. Японское стоит немножко дешевле. Но купила голубое. Вы же знаете, что японские вот эти маленькие такие, ну не капсулки, а маленькие такие флакончики. Оно бывает розовое, зеленое, желтое, красное, голубое. Голубое это такое универсальное, скажем, и противострессовое. Но они так позиционируют. Одно для суккулентов, одно для орхидей, одно для роста, одно для цветения, одно еще для чего-то. Мне подарили 2 таких флакончика, я до сих пор ими не воспользовалась. Там идет буквально 1-2 капли на литр. Можно залить корни, они предлагают еще можно опрыскать. Ну, как вам удобно. Удобно использовать для малышей. Используйте. Найдете какое-то другое удобрение, используйте другое удобрение. Я бы для малышей... Натали пишет, что у нее 4 малыша она выращивает. Я бы для малышей лучше подобрала удобрения с большим содержанием азота. Им нужно сейчас дать рост. Или равноценное удобрение, чтобы было и фосфор, азот, и калий. Я думаю, что это подойдет и будет для них лучше. Но вот это голубое, они еще пишут, что там для ослабленных растений. Удобряйте как обычным удобрением, через полив. Ну, 2 капли, не знаю. Кто-то пользуется, говорит, очень хорошо. Татьяна Жалеева. Добрый день. Маленькая просьба. Не могли бы вы подсказать, какие орхидеи любят доращивать бутоны, кроме чармера, котика и обильно цветущие орхидеи? Ну, обильно цветущие, это как вы их будете удобрять. А доращивать бутоны, да, чармер, котик, да у меня половина орхидей, большая половина орхидей всегда доращивают бутоны. Мультифлора, те вообще все любят доращивать бутончики. Леодора, я уже рассказала про Леодора, услышали. На заднем плане стоит крэмбери чача, мини-орхидеи. Вот там. Вот крэмбери чача очень часто доращивает бутончики. Вот орхидейка, но вы видите, я не знаю ее название, это самые-самые первые видео, где были 2 орхидеи, уценки куплены. Одна где-то стоит в другом месте, там воткнута единичка, а это, по-моему, сейчас даже, нет, вот эта единичка, это первая, а 2 стоит где-то в другом месте, по-моему, на балконе. Вот видите цветонос, она доращивает и доращивает, вот они. Вот там стоит котик, у него 2 цветоноса, пока не доращивает бутоны, пока еще цветет. Вот там на заднем плане пилорик, вон, видите, там бутончик, вот он доращивает, дорастил бутоны. Рядом с ним стоит Magikarp, вот это вся дорощенная ветка. Вот это дорощенные тоже цветы. По цветам у меня очень много цветов, казалось бы, которые не должны ничего делать. Они у меня доращивают цветоносы 1, 2, 3, даже бывает по 5 бутончиков. Монтрио, он всегда доращивает бутоны, ну всегда. Причем я уже даже говорила, что сначала это 3 цветочка, а доращивает он всегда 5 цветочков. Но как-то Монтрио тоже вот так устроен. Ну, очень много доращивают бутоны. Каменная роза наращивала бутоны, вот покупная каменная роза, она дорастила тоже бутончики. Много орхидей. Как будете ухаживать, как будете удобрять, понравится орхидеям у вас или нет, так она и будет доращивать свои бутончики. А если еще в тот момент, когда она заканчивает свое цветение, удобрите ее монофосфатом калия, она вам обязательно дорастит бутончики. Ник, не знаю как назвать, написано НИП.
Подскажите, чем можно заменить дегтярное мыло? Табачным, зеленым. Чем можно заменить? Ну, если у вас нет в продаже ни дегтярного, ни зеленого, ни табачного мыла, я рассказывала, что можно заменить просто мылом для рук, но после этого мыла нужно обязательно хорошо промывать листья. Там есть то, что нехорошо орхидеям. Если вы хотите просто промыть листья, вообще возьмите, промойте чистой водой. Не обязательно покупать дегтярное мыло для того, чтобы протирать листья. Я, например, таким мылом зеленым или дегтярным протираю всего один раз в жизни. После этого я протираю всегда чистой водой, больше ничем. Лариса Дорофеева, скажите, пожалуйста, если ставишь орхидею на наращивание корней, нужно ли обязательно обрезать цветоносы? Нет, если орхидея сама не сбрасывает цветочки, я не обрезаю цветоносы, если у нее есть какое-то количество корней. Орхидея сама или сбросит цветы, и вам придется обрезать этот цветонос. Было недавно 2 видео, в котором я показывала 2 орхидеи, я сразу ставила на доращивание корней, обе были с цветоносами, обе я оставила, одна буквально сразу сбросила цветы, я подрезала цветонос, вторая процвела еще, наверное, месяц или полтора, прекрасно стояла в воде с бутончиками, тоже сама сбросила. Но в этот момент они начали хорошо уже наращивать корни. И та желтенькая, которая сбросила все цветочки сразу, она все-таки растит на этом цветоносе, растит цветоносик. Уже разобралась. Ссылочку оставлю. Егор Василевский. Наверное, все-таки не Егор пишет. Приобрела орхидейку, уценку. На цветоносах появились, 2 было цветоноса, на цветоносах появились детки. Что дальше делать с детками? Мы с вами в прошлом году осенью, у меня была такая орхидея, которая пустила 1 раз детку. Я дождалась, пока она отпустила вот такие корни, и пересадила ее. Без корней детку отрезать ни в коем случае нельзя, она у вас никогда не даст корней, или будете ее холить или леять до пенсии. Поэтому эту орхидейку надо поливать с удобрением обязательно, причем с большим количеством фосфора желательно. Для корней очень важен фосфор. Дождитесь, пока она даст корешки, причем корешки быть должны сантиметров 7-8 в хорошем таком состоянии. Корешков должно быть от минимум, самый минимум это 3, а лучше всего, если будет где-то порядка 5 корешков, тогда вы можете ее отделить, но имейте в виду, что детка – это очень маленькое растение, с которым вы будете также воевать, как с такими растежками, которые мы получаем в размере 1,7 от садовников. Очень много нужно будет уделять ей времени. Я вам показывала, и 7 января я отделила детку и подарила ее. Выросла вторая детка, одну мы отделили, посадили, она у меня, вторую детку я дала ей возможность зацвести. Вот с мамой она даже зацвела. Посмотрите, пожалуйста, это видео. Я вот с такими корнищами отдала детку и даже с цветоносом. Обрезала ее и подарила. Это было 7 января видео. Ну, ссылочка обязательно будет. Поэтому поливайте свою орхидею с удобрениями. Ждите, пока детки обязательно дадут корешки. А маму просто подкормите, она же должна чем-то питаться для того, чтобы растить детей. Елена Пшеничная. Остался Максим, выбрасывать его или не выбрасывать? Если остался неразбавленный Максим, набирайте в шприц, он хранится очень долго, его можно использовать. Если вы сделали раствор, через 6 часов он практически уже мало активен, а через сутки он вообще не активный. То есть спокойно выливайте. Алла Шуманская пишет о том, что она обработала Максимом дачником, не знала, как обработать. Обработала по такой же схеме, как я обрабатываю Максимом для картофеля. И намазала, и все сделала. Что теперь делать? Ничего не делать. Но раз вы уже все сделали, вы же не смоете этот Максим. Это же бесполезно все. Наблюдайте за орхидеей. Вполне возможно, что
Все произойдет точно так же, как с тем Максимом, которым я пользуюсь. Единственное, что знайте на будущее, что этот Максим, если будете еще пользоваться Максимом дачником, его нужно делать чуть меньшую концентрацию. Ну, не 2 мл на литр воды, а 1,3 мл на литр воды. И нежелательно им не разбавленным мазать. Ну, нежелательно. Ну и потом мажем мы только в том случае, если это действительно нужно. Если у вас у орхидеи чистая шея, никаких черных там точечек, пятнышек нет, то и мазать не нужно. Достаточно будет просто обработки корней. Светлана Шикина, наверное. Здравствуйте, у меня реанимашка сидит больше месяца, корней нет, что делать? У меня тоже к вам вопрос, где сидит ваша реанимашка? На подоконнике, под светом, еще где-то. Оставлю видео, чтобы вы посмотрели. Все орхидеи разные. Одна бывает тугодунга, которая выпускает корни через месяц, одна через 2 недели, другая через 2 месяца. Посмотрите, пожалуйста, видео. Если у вас что-то не так, как я показываю, и она у вас стоит на подоконнике, она в холоде еще 3 месяца простоит, не даст корней. Поэтому поменяйте ей что-то в ее жизни, вполне возможно, ее что-то не устраивает. Или световой день не устраивает, или температура воды не устраивает. Шимкент. Как бороться с мокрой гнилью? Потеряла уже 3 орхидеи. Очень сложная борьба с мокрой гнилью. Если гниль идет от корней, и если теряется шея, практически никак. Она губит всю орхидею. После этого можно только ждать детку, если корни остались в хорошем состоянии. Если, как я говорю, гниет снизу. Если гниет сверху мокрая гниль, вот здесь начинает от середины, распадаются листья, там такая мокрая гниль, каша получается зеленая. Тогда убираются все листы, убирается эта вся гниль, обрабатывается или привикуром, ну я лично, у меня всего одна орхидея такая, или привикуром, или неразбавленным фундазолом. Причем привикуром гниль бывает просто внезапно, вот ни с чего. Казалось бы, не опрыскиваешь, ничего не делаешь. Это уже заложено в самой орхидее. Наверняка чаще всего это орхидеи от садовника. У моих домашних орхидей такого не бывает. От садовника, наверное, с полгода назад было у меня такое. Я убрала листики, аккуратно ложечкой, не ножом, ничем, ложечкой убрала все это гнилое и намазала разбавленным до кашицы фундазолом. И обработала корни фундазолом. Больше ничего не делала. Перестала гнить, но листики отпали, точка роста потеряна. Когда точка роста потеряна, мы ждем только детку. Можно также неразбавленным привикуром обработать. Но с гнилями бороться очень сложно, потому что гнили бывают бактериальные, бывают черные, серые. Очень сложно с гнилями бороться. Поэтому пробовать обязательно нужно. Даже в прошлом году у меня был фузариоз, и фузариозная тоже получилась гниль, такая мокрая. Я точно так же все сделала, обработала фундазолом. Сейчас на орхидее растут 2 детки, я вам периодически ее показываю. Откуда мне присылали орхидеи, это не секрет, но просто того сайта, с которого я выписывала, девочки взломали страничку, и этого сайта больше нет. Поэтому я сейчас не выписываю, а у нас есть в Ростове девочки, которые занимаются орхидеями. У меня она недалеко живет от меня, буквально 15 минут пешочком, поэтому я или там выписываю, или у нас еще, не примите это как за рекламу, есть очень хороший поставщик, но не поставщик, он перекупщик-поставщик. Зовут его Радж, живет он где-то в Краснодарском крае, по-моему, или Тимошевск, или Темрюк, не помню. В общем, к Краснодарскому краю, называется у него Орхарай. У него есть и YouTube-канал появился, и где-то странички в Одноклассниках.
Девочки у него очень часто выписывают, очень хвалят. У нас собирается Камелия заключить с ним договор по поставке таких малышей. Ищите в соцсетях. Называется Орхарай. Действительно, и я покупала в Камелии в прошлом году от него растюшки. Действительно очень хорошие. Ольга Беглова. Мои орхидеи стоят под красно-синим светом, который я включаю на ночь. Орхидеи все равно вялые, так они поэтому и вялые. У орхидеи тоже должна быть день и ночь. Они также привязаны к солнцу. Все жизненные процессы привязаны к солнцу, к луне или к чему-то еще. Должна быть ночь у орхидеи, значит, она должна быть. В природе она как растет? Ну подумайте, зачем вы ей ночью устраиваете еще какое-то освещение? Днем должно быть освещено, ночью нет. Ночью, так же как и мы, орхидея должна спать. И должна выполнять свои другие функции, которые у нее тоже природой заложены. Поэтому не нужно подсвечивать орхидеи ночью. Это в корне неправильно. Лада Кондратик. Елена, благодарю. Все мои орхидеи начинают расти цветоносы ближе к осени. Они цветут всю зиму и весну, потом затихают. Может быть, это от жаркого лета. Нет, они именно в природе так и делают. На разнице температур ближе к осени они у вас зацветают, потом цветут всю зиму и осень, они не отдыхают летом. И это не из-за жаркого. У них тоже должен быть какой-то период роста. Они должны нарастить новую листовую массу для того, чтобы хорошо выпустить цветоносы, нарастить новые корни, поэтому и опять прийти к разнице температур и зацвести. Все согласно природе у вас происходит. У меня иногда орхидеи не отдыхают, а выпускают, например, после первого зимнего цветения выпускают следующий цветонос. Сейчас вам покажу, которая уже зацвела второй раз. Орхидея. Вот стоит Манхэттен. После первого цветения он выпустил вторую стрелку и зацвел. Отцветет летом, опять отдохнет примерно месяц и зацветет дальше. Но при этом я успеваю, вот когда так стремительно выпускают стрелку, я буквально успеваю полить один раз с какими-то удобрениями. А летом, естественно, будет полив с удобрением для того, чтобы они растили листики. Без листиков, к сожалению, им очень-очень сложно растить свои цветоносы. Ну, бывает и такое. Кстати, вот эта орхидейка, она тоже не отдыхала, она сразу выпустила 2 цветоносика. Ну, все бывает. Но вообще-то они у вас вот все правильно делают, как природа у них заложена. Так, Ирина Киреева. У меня такая ситуация. Орхи стоят на северном окне, подсветку включаю, когда пасмурно с 6 до 12. Когда пасмурно или вечером с 6 до 12. Северное окно. Но подозреваю, что там все-таки не хватает света. Сделайте, пожалуйста, замер телефоном освещения, когда пасмурно, когда солнечно у вас, солнце светит, но на северном окне явно оно не светит в окошко. Но когда хорошая солнечная погода, сделайте замер и поймите, достаточно ли у вас света вашим орхидеям даже при хорошем освещении северного окна или недостаточно. И тогда вы поймете, вам на целый день включать лампочку или только вечером, когда падает совсем освещение. Так, ну заметила, что стали листья немного вялые. Ну, света не хватает, понятно. При этом корни в горшке нижние ярко-зеленые, ближе к поверхности серебристые. Так, горшки просыхают, все правильно. В квартире жарко и сухо. Поставила на батарейку кастрюльку с водой. Опрыскиваю листья водой. Не надо опрыскивать листья водой. Как быть? Низ горшка влажный, верх сухой. Поливаю проливом раз в 5-7 дней. Часто поливайте. Не даете корням высохнуть. Поэтому нижние корни у вас все время мокрые. И вполне возможно, что если так... И вот здесь еще непонятно. Непонятно что. Батарея внизу хорошо пышет. Ну, сейчас уже нет, у нас выключили, например. Но почему-то они у вас просыхают не снизу, а сверху. Батарея
не играет большой, такой огромной роли в просушке корней. Объясняла уже почему, как живут корни в природе, в квартире, почему орхидея, почему вянут листики. Потому что орхидея, ей недостаточно освещения, она не дает толчок, не дает сигнал корням впитывать эту воду. Посмотрите обязательно видео о корнях орхидеи. Ссылочку оставлю. И если у вас так, вы будете поливать орхидею, а корни будут оставаться зеленые внизу, они у вас обязательно сгниют. На батарею не нужно ставить кастрюлю с водичкой, а надо чем-нибудь прикрыть батарею, например, светоотражающей там пленкой, или положить на нее просто какую-то дощечку, картонку, чтобы она просто не давала. Все равно тепло будет уходить вверх. Это законы физики, здесь ничего не сделаешь. Но горшок должен просыхать полностью. Это первое правило. У вас не потому листики теряют тургор, совершенно по другой причине. Посмотрите то видео, о котором я говорю, оно выходило на следующей неделе, ссылочку оставлю. Не знаю, кто задали вопрос, не распечаталось у меня. Можно ли летом орхидеи выносить в сад? Ну, конечно, можно, только не на прямое солнце, иначе у вас листики сгорят. Должно быть хорошее освещение, должно быть солнце или утреннее, или вечернее, не палящее солнце. Ну и знаете, что в саду у вас обязательно присутствуют мошки, жучки, паучки, все что угодно. Вам обязательно нужно будет профилактически обрабатывать ваши орхидеи от вредителей. Ну, в зависимости от того, что у вас там летает, то тем и будете обрабатывать. Это или фитоверм, или актара, или... В общем, выберите. А может быть, орхидея будет выпускать вот эти маленькие свои капельки по краю листа и отпугивать вредителей. Все может быть. Наблюдайте за орхидеями. Но выносить на воздух замечательно орхидеи. Они очень себя хорошо чувствуют в природе. Желательно, конечно, я не знаю, в каком регионе, более ли чистый регион у вас или нет. Вот я, например, не могу в городе вынести орхидеи на воздух, только лишь потому, что если пойдет дождь, я не знаю, какие у нас идут дожди. Хорошая это вода или нехорошая. Елена Золотоуст. Не буду зачитывать весь вопрос, просто она спрашивает, как вы контролируете орхидеи свои по поливу, потому что у меня их действительно много, и невозможно каждый горшочек поднять, посмотреть. Я уже ответила практически на этот вопрос. Я подбираю по и размеру горшка, и поливу, и потом по тому, как орхидея выпивает водичку, я их все время перестанавливаю и стараюсь в одном месте собрать орхидеи, которые приблизительно одинаково впитывают или испаряют, то есть пьют водичку и приблизительно одинаково поливать надо. Лидия Дьяконова, зеленеет ли керамзит? Я уже ответила на этот вопрос. Да, под одними зеленеет, под другими не зеленеет. Эльвира Гор. Вы упомянули про привикур. Расскажите, пожалуйста. У меня первая орхидея приобретена в мае. С одной стороны горшка видно гнилые корешки. Орхидея цветет. Отсушила несколько цветочков. Перед этим осыпалось немного пыльцы. Не знаю, у меня никогда не сыпется пыльца с орхидеи. Корни не раскуплены, горшок покупной и небольшой. Дырочки внизу. Ну, в общем, тут описано все, что хочу без пересадки обработать привикуром. Вопрос у меня: зачем? Недавно показывала, я не обрабатываю ничем в горшке. Зачем обрабатывать привикуром? Я понимаю, что он от гнили, но он более от серьезной гнили. Если у вас орхидея, опять повторяюсь, не теряет тургор листьев, вы ее поливаете по краю горшка. Не нужно ничем обрабатывать орхидеи. Почему вот желание чем-то сразу обработать орхидеи? Вот любым, хоть чем-нибудь, но что-нибудь сделать. Понаблюдайте за своим цветком, полейте его неделю, 2, 3. Вот нет никаких изменений в цветке. Зачем его травить какой-то химией? Про привикур, по-моему, я недавно рассказывала. Видео тоже оставляю.
Валентина Васина. Как я готовлю грунт для пересадки? Ответила, просто промываю. Ирина Гаврилюк. Большое спасибо за совет. У меня вопрос. Если у меня осталась только шея с цветоносом, который начал только расти, но корней нет, что делать в этом случае? Да, в этом случае даже посоветовать что-то сложно. То есть у вас остался что-то без корней с цветоносом. 90%, что это все погибнет. Если нет корней, орхидеи неоткуда взять влаги. Она начнет вот этот вот... Листьев же тоже нет, насколько я поняла. Ничего у корней нет, растет цветонос. Это она из последних сил что-то пытается сделать, но я думаю, что это все засохнет и погибнет. К сожалению, в таком состоянии помочь нечем. Невозможно чем-то волшебным намазать, чтобы она начала моментально растить корни. Тем более цветонос у нее лезет. Это она вот из последних своих сил, ну уж простите, но это агония перед смертью. Она думает, что если она сейчас оставит какие-то после себя потомства или цветы, то хоть так сможет чем-то себе помочь. Это без листьев и без корней ничего не растет. Не могу прочесть, кто это задал вопрос. Здравствуйте, искала ответ на свои вопросы в комментах, но не нашла. Простите, побеспокою, буду рада, если вы ответите, почему нельзя оставить орхидеи в водичке, как они стояли. Если им нравится, они хорошо растут, корни воздушные в природе висят в воздухе. Я 2 года выращивала орхидеи только в водичке. Росли, цвели. Если вам нравится такая открытая система, попробуйте. Мне что в ней не нравится, за ней все время нужен уход. Но все время отнимает очень много времени. Если я здесь хотя бы полила, я неделю могу спокойно наблюдать за орхидеями. Там я то водички должна подлить, то корни опрыскать. И что мне больше всего не нравится в открытой системе, орхидее нужно куда-то прикрепиться, ей нужен покой, ей нужно одно и то же место, одно и то же состояние. В открытой системе в горшке она все время шатается. И вот некоторым орхидеям, не всем, некоторым вообще все равно, но не всем им это не нравится, они не зацветают. Есть орхидеи, которые у меня, например, попугай, ему вообще все равно. Открытая система, закрытая, керамзит, кора, каждый год 2 цветоноса 2 раза в год. Орхидеи разные. Очень часто об этом говорю. Майя Соловьянова. Почему нет Ванды? Уже ответила. Очень хочу, но не имею возможности. Нелли Панайотова. Можно ли пропитать мох сфагнум фитоспорином? А зачем? Зачем мох, который как бы является природным антисептиком, обрабатывать бактериями Bactica subtilum? Фитоспорин — это же живые бактерии. Зачем? Абсолютно не нужно это делать. Аннушка, есть ли у меня видео, где я собираю стеллаж? Нет, это невозможно такое видео. Этот стеллаж был очень давно задуман. Мы 3 года придумывали, как сделать этот стеллаж, рисовали проекты. Это все делал муж своими руками, покупал, рассчитывал. Совершенно неинтересное будет видео. Даже не знаю, как вам объяснить. Если у вас есть такая жилка, и вы можете нарисовать сначала проект, потом все это купить, потом сами отпилить, собрать, тогда, конечно, да. Но я, например, это все сама делать не могу. Я считаю, что это должен заниматься мужчина и должен делать мужчина. Если у вас нет такого помощника, а если есть такой помощник, так он и сам вам все это придумает и сделает. Вы только расскажите ему о своих желаниях. И он для вас это обязательно сделает, для вас и для ваших орхидей. Нет, неинтересно снимать такое видео, тем более это собиралось в течение 4 дней. Потом еще свет монтировался. Мне стеллаж очень нравится. Спасибо моему мужу за это. Раиса Бурдина спрашивает, можно ли вместо перлита или просто использовать вермикулит. Вермикулит
очень влагоемкие, такие тоненькие части, как слюда. Но если вы поливаете там или проливом, или замачиванием, он у вас будет еще вымываться из грунта. Я вообще не вижу смысла использовать вермикулит. Вермикулит хорош для почвы, но не для коры или керамзита или какого-то такого субстрата. Иногда в покупных горшках, где, знаете, такая как грунт, как труха, где используется кокосовое волокно или какие-то частички торфа, там иногда присутствует вермикулит. Но это для влажности. Я не пользуюсь, поэтому и не стала бы пользоваться. Вымоется весь. Про парфюмерную фабрику рассказала. Сижу, наслаждаюсь ароматом парфюмерной фабрики. Как вы получали орхидеи по почте? Принес ли вам курьер? Нет, обычно по почте высылают, и ты идешь, получаешь их в почтовом отделении. Но мне не очень нравится, особенно в жаркое время года. У нас бывают температуры до 50 градусов на солнце. Не очень мне нравится по почте, поэтому я ищу возможность, чтобы человек сам это все получил, а я пришла к нему и забрала эту растюшку. Или же купить взрослое растение. Я понимаю, что не у каждого есть возможность купить взрослое растение, не у каждого есть магазин с орхидеями, поэтому просто продумывайте все свои риски. И мошенников много очень в интернете. Кто-то высылает просто почтой, кто-то высылает гсдеком, кто-то высылает еще какими-то компаниями, которые быстрее везут эти орхидеи. Потому что в закрытом, там, их же еще надо хорошо запечатать, в этой коробке ни воздуха, ни свет. Когда сухо, просто продумывайте свои риски и заказывайте у тех людей, которые делают более качественную и быструю доставку. Об одном из них я уже сказала. Здравствуйте, Елена. Еще вопрос то же самое. Добавляете вы перлит? Раньше добавляла, сейчас не добавляю. Мне не нравится. Во-первых, он просыпается вовнутрь горшка, так же, как и вермикулит будет просыпаться. И еще мне не нравится, перлит очень быстро зеленеет. На свету он очень быстро зеленеет. Ну, орхидеям, в принципе, нравится, не нравится. Он там присутствовал, набирает воды. Я не увидела большой разницы. Если вам нравится присыпать перлитом, присыпьте. Если нет перлита на данный момент, не обязательно его использовать. Я сейчас не использую, потому что когда делала сверху, он действительно, и было хорошее такое освещение, и солнечное, и лампы с ультрафиолетовыми светодиодиками, он просто зеленел. Мне эстетически это не нравится. Орхидеи, у меня такое впечатление, что им все равно. Еще один вопрос от Алекса. У него детка пустила цветонос, он ее пересадил. Через буквально 2 недели детка маленькая выпустила цветонос. Нужно срезать такие цветоносы. Детка еще не готова к цветению, иначе она все свои силы отдаст цветоносу и не будет расти очень долго. У меня есть такая экспериментальная орхидея. Я ей тоже оставляла цветонос, рассказывала вам о ней и показывала уже ее. Не вспомню, где это видео. Давайте сразу вам покажу ее, чтобы было понятно. Вот детка, которую мы срезали с вами вместе с цветоносом. Она выросла на цветоносе, хорошие корешочки. Она опускает сейчас корни. Она тоже после того, как я ее срезала, вот этот цветоносик, вот его даже видно осталось. Я ей дала возможность дорастить этот цветонос. У нее не хватило сил дорастить этот цветонос и распустить цветочек. И я ее при вас прямо срезала. И она очень медленная в росте. Вот она первые свои жизненные силы отдала этому цветоносу, и теперь очень-очень медленно пытается что-то делать. Вот за год вырастила всего 1 листочек. Вот так она растет. Корешки пускает, корешки раскукленные. Но с листиками пока проблема. Буду делать пересадку из этого горшка, потому что неудобно ее поливать удобрением в этом горшке. Ну и последний на сегодня вопрос.
Маша Пашкова. Елена, подскажите, пожалуйста, у меня мини-орхидея сидит в перлите. Сколько их можно держать в этом субстрате? Заранее большое спасибо. Если вы подружились с перлитом, если у вас получается хорошо поливать, орхидея наращивает корни, как только орхидейка нарастила достаточное количество корней, они все раскуклены, не бойтесь, пересаживайтесь. Если вам вообще нравится содержание в перлите, можно ее держать. Я держу до 4 месяцев мини-орхидеи, 4-5 месяцев, пока они не начнут хорошо растить корни. В любом субстрате, вернее, в любом грунте можно содержать орхидею. Главное – полив. Главное просушить корни и полить корни. Поэтому, если у этой орхидеи уже хорошие корни наросли, пересаживайте ее, не бойтесь. Друзья, получилось, наверное, очень длинное видео, но ответила на все. Думаю, что ответила на все ваши вопросы, которые скопились, на большую часть этих вопросов, которые скопились за эту неделю. На какие-то скоропомощные вопросы я отвечала прямо под видео. Ну что, обсудим, понравился вам такой формат или нет. Видео действительно получается длинное, но что делать? Вот в таком формате буду отвечать на ваши вопросы. Если понравилось, напишите. Если не понравилось, тоже напишите. Ну что ж, до новых встреч! Увидимся на канале.